Всем огромный привет! Сегодня хочу приготовить вкусняшку в бутылке. Значит, я поставила кастрюлю на плиту, водичка у меня закипела, и я отправляю в воду мясо. Как мне рассказывали, в чем разница отправлять мясо в холодную и горячую воду, я думаю, вы знаете. Если я хочу, чтобы мясо было вкусное, значит, я его всегда отправляю в горячую воду, кипяченую, когда она закипела. А если я хочу, чтобы был вкусный бульон, то я отправляю мясо в холодную воду. Конечно же, не забываем снимать пенку, но я все равно потом буду бульон процеживать. Теперь добавляю сюда лук, морковь. Я еще добавляю сладкий перец немножко. Естественно, соль. Солим по вкусу. Даже я делаю немножко, чтобы было солоноватое такое. Вот. Мясо сейчас возьмет в себя в соль, но потом еще можно бульон попробовать будет. Также добавляю лавровый лист, душистый перец несколько штук, перец горошком. Накрываю все крышкой. И чтобы все это кипело 1,5 часа на медленном огне. Так, девочки, у меня прошло 1,5 часа. Кастрюлю с мясом, когда оно проварилось уже час, я добавляю еще кусочек копченой грудинки. Это даст еще более вкусный аромат бульону. Покипело мясо еще 30 минут, и сейчас я буду мясо доставать, пусть оно остывает, а бульон процежу. Уже процеженный бульон добавляю мелко натертый чеснок. Когда мясо остынет, буду отделять его от кости. Копченую грудинку нарезаю не крупным тоненьким кусочком, но может быть потом порежу еще напополам, посмотрю. Куриное мясо отделяю от кости и убираю шкуру. Все залила. Утрамбовывать прям ничего не надо. Надо, чтобы между мясом, конечно же, было пространство, чтобы туда залился бульончик. Теперь все хорошо накрываю и отправляю в холодильник, чтобы это все застыло. Девочки, отлично застыло все. Сейчас аккуратно ножницами разрезаю бутылку. И нарезаем вкусняшку. Будем пробовать. Очень получилось ароматно. И я думаю, также очень будет вкусно. Вы знаете, это хороший вариант для тех, у кого нет контейнеров под холодец. А у меня на этом все. Я буду пробовать. Подписывайтесь на канал. Пишите свои комментарии. Всем пока. Увидимся с вами в следующем видео.